Всем привет-привет! Всем прекрасной пятницы, хороших выходных, которые наступают. Пришло время делать прогноз. Буду делать я его сегодня на одну позицию. Кому интересны прогнозы на время года какое-то, да, определенное, либо, возможно, на месяц. И вот сегодняшний расклад как раз-таки он будет как некая такая демо-версия, да, чтобы вы прослушали вопросы, и если вам подходит, вы можете прийти на личную консультацию. Вот, то есть я не стала делать на несколько вариантов. Во-первых, очень много вопросов, это по времени будет занимать большой объем времени и моих сил энергетических, которых на данном этапе мне не хватает. Вот, поэтому прослушайте расклад, если он вам откликается, можете прийти на личную консультацию, вот, и получить индивидуальный такой расклад. Это один момент. Второй момент, что я хочу сказать, что 1 числа, 1 июня, с началом лета, в разделе «Сообщество» загляните, пожалуйста, там выйдет анонс на новую услугу, которую я открываю. Думаю, она вам будет интересна, как минимум тем подписчикам, которые часто пишут о том, что меня никто не понимает, не знаю, с кем поговорить, не знаю, с кем поделиться и так далее, и так далее. Вот для вас появилась новая услуга, внимательно почитайте о ней в разделе анонсов 1 числа. И если эта услуга, как говорится, приживется, она будет на постоянной основе. Пока это пилотный такой проект, вот, я посмотрю, приглянется она вам или нет. Так, наверное, это все, что я хотела сказать, да, как вступление. И мы с вами сразу приступаем. Итак, первый вопрос. Общая энергия лета. Будет проходить под эгидой любви, да, под эгидой гармонии. Эгида, да, это греческое слово, означает щит, да, под защитой, под щитом. Поэтому под таким щитом любви, да, здесь вот прям как будто бы купол некий такой, да, защитный купол водный и 2 дельфина. И вот как раз-таки под эгидой любви, под эгидой гармонии, союза, да, то есть первый аркан уже указывает на то, что летом, возможно, будет проще как-то договариваться с людьми, будет больше понимания, будет больше взаимности, вот, будут более теплые такие взаимоотношения между людьми и состояние гармонии. Мне уже нравится 2 кубков, да. Это любовь, это слияние, это союзы, это тандемы, это дружбы, это партнерство. Вот, то есть там, где есть объединение 2 элементов в одно единое, вот это как раз-таки про 2 кубков. Причем это не только внешнее объединение может быть вас с кем-то, это может быть ваше внутреннее состояние внутри вас. Еще какая общая энергия лета? Рыцарь жезлов. Лето, конечно, жарко, движение. У нас выпал рыцарь жезлов, указывающий на коммуникацию, на общение. Такие, знаете, страстные романы, не знаю, будут они иметь продолжительность или нет, но в любом случае они будут очень яркими. Рыцарь жезлов у нас указывает на скорость, на огненность, на позитивный такой настрой, на общение, знаете, причем такое, с одной стороны быстрое, а с другой стороны оно как будто бы многогранное, да, фигаро тут, фигаро там, то есть вот везде все успеваю, везде все делаю, и при этом ключевое это вот состояние позитива. Так, еще какая энергия этого года? Рыцарь Пентаклей. Для кого-то, возможно, это уже ближе к августу, да, либо в середине июля,
Это не июнь, это июль. Разгар такой может быть работы, может быть... Ну, здесь как-то вот сбавляются. Получается, что в июне и где-то до середины июля я ощущаю такую легкую энергию, вот именно вот этой вот любви, движения, общения, радости, флирта и так далее. А уже вот где-то в самый разгар лета, это с середины июля и до его конца, вот, там уже как-то вот энергии станут более медленные, более практичные, более результативные, что ли. Здесь уже процессы, они будут, возможно, приобретете какие-то уже результаты, плоды своих трудов, вот, и время уже оно будет более такое конструктивное, более структурное, да, то есть сам процесс вообще взаимодействия с материей, в том числе и с финансами, он будет более понятный, он будет такой, знаете, вот организованный. Это не будет спонтанные какие-то вспышки, это не будет состояние вот загорелся, так вот прям на энтузиазме что-то сделал и потом бросил. Почему? Потому что, ну, перегорел, не хватило энергии до следующего момента. Нет, здесь вот все будет такое, знаете, организованное, структурное, все по полочкам. И здесь никто никуда не спешит, да, но уже есть какие-то результаты, что-то можно уже потрогать, что-то можно уже пощупать. То есть это уже не будет таким, знаете, парением, либо витанием в небесах, это уже будет что-то такое конкретное, ощутимое, осязаемое. Ну и велика вероятность, что здесь много энергии будет тратиться на то, как реализовать свои какие-то идеи, продумать, даже не продумать, а реализовать свои какие-то проекты, и много работы здесь будет. Ну и акцент, конечно же, на материальную составляющую, она тоже будет присутствовать. Вот. И, скорее всего, уже ближе к концу августа, да, появляется у нас здесь отшельник, появляется состояние... С одной стороны, некое такое отдаление от людей, но это не абстрагирование, да, в силу того, что вот я хочу как-то погрузиться в себя, нет. А здесь, скорее всего, будет какая-то такая, некий такой исследовательский момент. То есть, возможно, что-то вот связанное там с работой либо с каким-то проектом, да, это начнет уже реализовываться и давать плоды, и вы как будто, знаете, погружаетесь именно в какую-то суть для того, чтобы что-то найти для себя. Но это не вопросы философского поиска, здесь не об этом, а здесь вот, как-то, знаете, когда люди проводят какие-то исследовательские моменты, да, либо там ученые придумали какой-то там проект для себя, да, и начинают его исследовать. Вот здесь что-то такое, то есть погружается в исследование, в поиск чего-то такого. Но вот это вот как будто бы это будет связано с работой. То есть здесь уже дальше идет какая-то серьезная такая работа, полностью человек погружается с головой в эту работу, но это ему нравится. Я не могу сказать, что это вот прям, знаете, как-то насильно что ли будет. Нет, здесь прям это желанно, это интересно. Вот, и как следствие вы отдаляетесь немножечко от людей, опять же, не в связи с психологическим состоянием вот, одиночества, а в связи с тем, что вас будет вы будете полностью погружены в работу, вот, и вот как-то на развлечение, либо на взаимодействие с другими людьми вам не будет желаться здесь. Угу. Ваши силы, они будут направлены на дальнейшее какое-то развитие, да, вы уже к концу лета тоже будете получать свои результаты, но пройдете где-то там, может быть, конец августа, первые дни 5 сентября, какая-то вот внутренняя борьба, что ли, здесь силы будут потрачены на... Сейчас, секунду. У меня такое чувство, что вот вы как будто вот внутри будете гореть чем-то.
И противоречие внутреннее ваше, да, то есть несогласие, оно будет не в негативном ключе здесь, оно вот как будто бы вам надо как-то будет определиться здесь, что ли, с чем-то. И это не то, чтобы вызывает сомнения, да, а это такое ощущение, что как будто бы вот вас разрывает в разные стороны. То ли открываются какие-то перспективы, и вот вы не можете выбрать, допустим, там есть вот такая работа, есть вот такая работа, а еще есть ваше любимое хобби, и вы как будто бы не знаете, что выбрать. Не потому, что сложен выбор, а потому, что вот вам все это как будто нравится. То есть вот здесь как-то так, я не могу по-другому объяснить, но вот что такое, но это хорошее. Вообще, если вот так вот посмотреть общую энергию лета, да, я могу сказать, что здесь, если мы говорим про любовную составляющую, то это скорее июнь, ну, может быть, дня 2-3 июля, но это июнь. И все остальное время оно будет посвящено работе. У меня такое, вот опять же таки, да, ощущение, если кто-то поедет в отпуск, но это не будет август. Я не вижу, чтобы это был август. Почему? Потому что даже если в августе поедете, такое чувство, что вас выдернут обратно на работу. То есть такое вот более благоприятное время, более легкое вот в начале лета. И дальше, как вот лето будет проходить, оно будет становиться более весомым, набирать массу будет больше, то есть как вот тяжесть какая-то идет, но это не груз, а это вот энергия, она такая, знаете, опускается в мир материи и обретает вес. Это одно дело, когда одна капля капает, а другое дело, когда, знаете, вот капля, 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 и она собирается, и получается уже такой, как сказать, маленький стаканчик воды, да, и это уже тяжесть. Вот здесь об этом что такое, то есть какие-то объемы здесь получаются. Но, с одной стороны, даже если это будет касаться работы, это будет очень много работы, но я не вижу, чтобы, еще раз скажу, чтобы это вот вам было как-то в напряг, да, то есть даже если по времени это будут какие-то сверхурочные часы, они все равно будут оплачиваться. То есть это не будет так, что вы отдаете и ничего не получаете. Нет. Здесь вот прям, ну, мне нравится такое хорошее продуктивное лето. Ваш настрой на него. Ваш настрой. Ну, у вас есть чувство, что открываются дороги, открываются горизонты, что делать, может быть, куда-то съездить, отдохнуть, может быть, что-то сделать, что невозможно было сделать зимой, потому что не хватало энергии, силы. Вы такое чувство, знаете, как человек освободился, и вот он думает, да, куда пойти, кому отдаться, да, в каком направлении двигаться. Почему? Потому что чувство, что есть силы, есть время, я могу уделять этому времени, и надо, не знаю, как-то вот, что придумать, во что вложить вот свои ресурсы и свои силы. Вот как будто вот вы стоите и ждете, да, каких-то предложений, но в ощущении чего-то такого хорошего, приятного, знаете, как говорят, за любой кипиш. Вот ты идешь с нами или нет? И вы такой стоите, ну да, я готова, либо я готова, да, я согласна. Вот что-то такое здесь вот предвкушение. Может быть, вы предвкушаете, что период отдыха и отпусков, и вот, возможно, как некое такое мечтание, но здесь вы не витаете в облаках, здесь вот просто, знаете, когда человек ожидает своего отпуска, и вот он уже последние дни ждет, не дождется, да, когда это уже случится. Вот здесь какая-то такая вот энергия. Еще ваш настрой на это лето, туз кубков, ну вот наполнится, да, наполнится. Может быть, кто-то готов уже к любви. Вот, прям окунуться с головой в эмоции, в состояние, в чувства, а вообще желание перемен именно на эмоциональном плане, да, то есть если есть отношения, чтобы они перешли, допустим, на другой план, вот здесь какая-то глубина должна быть, да, здесь какие-то вот состояния, они не то чтобы серьезные, они более глубокие, что ли, вот
какая-то наполненность. Вот у меня ощущение, что, опять же, это не касается всех, но вот связка отшельника и туза кубков говорит, вот как будто человек готов, знаете, к серьезным отношениям, но к серьезным не в контексте того, чтобы там брак или еще что-то. А здесь вот какая-то связь будет очень глубокая с вашим партнером. Причем вы можете быть и не в браке, вы можете и не быть в серьезных там отношениях, ну, то есть, ну, не встречаться. Либо это может быть и не любимый человек, а вообще просто человек, какой-то, может быть, ваш друг, может быть, родственник, не знаю. Но вот такое чувство, что здесь какая-то вот душевная связь с кем-то появляется. Либо это с вами самими, да, то есть связь с Высшим Я. Здесь ощущение какой-то глубины, что что-то изменится, да, у нас вопрос, ваш настрой на лето, что что-то изменится внутри вас, и вот появятся какие-то более глубокие, что ли, состояния. Это может быть даже еще такое, знаете, состояние созерцания, когда человек понимает, ну, возникает у него ощущение, что он понимает жизнь, что он понимает смыслы жизни. Это, опять же таки, это тоже легкая такая энергия, но легкое не как парение, а легкое в восприятии, но при этом она имеет какую-то глубину. Мне очень сложно описывать состояние. Почему? Потому что когда ты с ними не сталкиваешься и слышишь о том, что, ну, я обрету какие-то смыслы, это кажется не совсем понятным, о чем идет речь. Но когда ты это проживаешь, тебе становится понятно. Почему? Это очень похоже, как, знаете, попробуйте описать инсайт. Да? Вот, если я вам скажу, получите, словите инсайт, да? Вам это понятно. Почему? Потому что в какой-то момент у вас было это состояние. А если я попрошу, попробуйте описать мне, что такое инсайт. Вот у меня никогда в жизни не было инсайтов, к примеру, да? Расскажите мне, что такое инсайт. И вот вы начинаете подбирать слова и понимаете, что бы вы ни подобрали, оно все равно в точности не опишет тех внутренних переживаний, которые происходят в тот момент внутри вас. Вот здесь что-то такое, опять же, это не для всех, скажу почему, потому что, ну, не у всех здесь будут такие глубокие отношения, либо какая-то связь с человеком, но и это не связано с возрастом. Здесь могут быть и более молодые, и более зрелые личности. Здесь вот главное вот какая-то такое состояние очень глубокое, как будто бы, знаете, человек сам себе после него скажет, что как теперь я понял жизнь, да, вот что-то такое, как будто придут какие-то смыслы, придут ответы на глубокие вопросы философского порядка, но при этом вы как будто бы не думали в этом направлении, то есть допустим, философия это не совсем ваша, но вот бывают такие мгновения, когда что-то случается, и вот мне показывает картину человека, который вот оглядывается по сторонам, вот когда, не знаю, как некое такое головокружение, что ли, и что-то внутри него происходит, и вот чувствует свет внутри себя, да, вот в области между солнечным сплетением и сердцем, да, и вот оттуда он начинает светиться, и вот он смотрит как будто бы на себя, да, и он изнутри весь светлый. Вот свет как будто бы излучается из него, и он смотрит на себя, смотрит на руки, и все светится. И оглядываясь вокруг, он видит, что вот все становится очень ярким, все становится очень светлым. Это вот такие глубинные переживания, которые... Их можно только проживать, и описать не получится. Во-первых, вас никто не поймет, а во-вторых, не хватит слов, чтобы описать, как это называется, есть название этим состояниям. Не то чтобы мистические, а вот какие-то они другие, я не помню это слово, но здесь вот какое-то такое слово есть. В общем, что-то такое произойдет, очень знаковое, очень значимое в вашей жизни. Опять-таки не всем. Помним, да, что это общий расклад, и не всем все отыграется. Кому-то отыграются какие-то моменты. Но вот это вот прямо будет очень-очень такое важное. Что-то такое, знаете, мистическое. Может быть, кто-то почувствует вот свою связь со всеми, либо почувствует связь с Творцом, либо кто в какую силу верит, да, вот связь прямо это очень такая глубинная, и
почувствовав эту связь, вы запомните это состояние не только потому, что оно какое-то вот яркое и не каждодневное, а просто вот в этот момент вам удастся ощутить единство всего со всеми. Вот это вот что-то на грани с мистикой такое связано. В общем, что-то такое здесь идет. Ладно, это если в эзотерическом каком-то моменте. А если это говорить вот именно с практической точки зрения, да, то здесь вот в межчеловечных каких-то человеческих отношениях, да, вот с каким-то человеком почувствуете родство, почувствуете вот такую вот именно глубину, близость душевную. И, ну, это будет не всегда, но вот как-то вот летом это удастся вам это прочувствовать. Так, еще ваш настрой на лето. Ну, ожидание того, что лето может быть таким активным, жарким, но здесь может присутствовать некая такая иллюзорность, затмевание рассудка эмоциями и неправильная оценка вложения своих ресурсов. Да? То есть человек как будто бы ожидает больших результатов от того, что он может получить именно в социальной сфере и профессиональной сфере, а получит намного меньше. И проблема не в том, сколько сил он прикладывает, а в неправильной оценке ситуации. Так, то есть, возможно, вы ожидаете, что вы получите намного меньше, а по факту, возможно, здесь просто нужно будет продолжать трудиться, и в какой-то момент, да, я уже сказала, там к концу лета будете получать результаты. То есть здесь, наоборот, ощущение того, что человеку будет казаться, что он не получит никаких результатов, что вот все как-то вот бессмысленно, да, толку нет, но по факту здесь вопрос не в том, будет ли результат или нет, а вопрос в том, что нужно будет много трудиться, прикладывать какие-то усилия для того, чтобы наступили перемены. Здесь, понимаете, подход немножко другой, да, я что-то делаю, и я ожидаю, что я получу результат, а суть заключается в том, что вообще не надо ничего ожидать, да, нужно просто делать, и в какой-то момент колесо фортуны закрутится в позитивную сторону, в сторону того, что нам необходимо. Так, на что нужно будет обратить особое внимание летом? На перемены. Перемены нас ждут. Перемены эмоциональные. Опять же таки, да, с одной стороны, десятка кубков у нас говорит о состоянии, о пиковом эмоциональном состоянии. Вот, успеха, радости, счастья, все такое. А с другой стороны, она говорит о том, что это переходный момент, да, когда что-то завершается, что-то достигает своего пикового состояния, и дальше будет спад. Будет спад, почему? Потому что что-то должно начаться заново. То есть вот всплеск какой-то эмоциональный, да, что-то завершится. Опять же таки, завершение это не всегда в негативном ключе. Это изменение, переход от одного состояния к другому состоянию. Вот. С одной стороны, вообще все десятки, они немножко двойственные, да, то есть в данном случае десятка кубков говорит о том, что да, я достигаю какого-то пикового состояния счастья, некого такого экстаза, возможно, да, условно говоря, в работе, да, в творчестве, либо в личной жизни, но ничего не может длиться бесконечно, да, все меняется. И в какой-то период, ну, вот это вот напряженное такое состояние, пиковое состояние эмоций, оно завершится и будет спад. Должен появиться туз кубков, да, начало. Какой-то потенциал, какое-то перерождение. Поэтому пока длится эта десятка кубков, в ней есть иллюзорность, говорящая о том, что я достигла, вот прям, либо достиг своего вот этого пика. То есть, знаете как, самого наилучшего состояния, что лучше этого уже ничего не будет, больше этого уже ничего не будет. И это является иллюзией, да.
Потому что, ну, во-первых, мы не можем знать, во-вторых, ну, как это сказать, всегда есть что-то другое. Может быть, оно не будет вот в этом русле, да, также, но оно будет что-то другое и может быть даже и лучше. То есть вот здесь идет в этой десятке вот некое такое ограничение, что все, вот я сейчас счастлива, да, допустим, я счастлива с этим человеком, все, вот ни с кем больше никогда я не смогу быть счастливым. А потом наступает момент, допустим, да, и ты то же самое состояние счастья и намного ярче можешь прожить не только с партнером, допустим, да, а это может быть твой друг, это может быть твой ребенок. Но вот это вот состояние, когда мы говорим, вот счастливее я не могу быть, мы этого не знаем. Но нам кажется в тот момент, что вот это все, чего я добился, да, либо вот успех, все, успешнее ничего не может быть. А потом проходит период, что-то начинаем трудиться над чем-то другим, и мы заново достигаем пикового состояния, потому что все циклично, и заново ощущаем вот это состояние успеха и счастья, только оно будет уже по-другому, но оно тоже будет таким же пиковым, да, то есть вот в этом иллюзия, что, ну вот это как будто бы как разовая опция, но это не так. Разовая опция это может быть вот этого успеха и счастья, но именно в моменте, а поскольку моменты они меняются, да, то может повториться такое же состояние, аналогичное, да, но уже в другом моменте, поэтому мы можем сказать, что это не одно и то же. Не знаю, насколько сложно я вам здесь объяснила, но здесь нужно обращать внимание на свои эмоции, да, чтобы не подниматься очень высоко, потому что придется падать потом очень низко. То есть здесь перемены, спады могут быть в ваших эмоциональных состояниях. И у нас, видите, сразу после десятки кубков идет спад, да, постепенный в девятку кубков. То есть, да, я счастлив, я успешен, я наполнен, вот, либо наполнена, а потом это меняется, и я вот как будто бы, знаете, вот получила уже все, что мне нужно, и все, я больше не хочу ничего, да, я больше не хочу никуда двигаться. И вот это иллюзия, да, потому что ты не можешь удержать вот в пиковом состоянии то, что ты проживаешь, да, потому что ничего невозможно удержать. Все должно двигаться, все должно течь дальше. А вот здесь вот как будто такое же желание, да, что вот мне хорошо, я такой насытился вот этой энергией, и я хочу в ней пребывать. То есть вот я достиг счастья, я хочу быть счастливым всегда, всегда. Но это не получается, да, потому что ты не можешь удержать это мгновение, потому что это мгновение. Вот поэтому здесь и говорится о том, что проживи его по полной, запомни, наполнись и иди дальше, да? Но уже не в этом состоянии, а в чем-то другом, потому что, пребывая, допустим, в состоянии счастья, ты себя ограничиваешь от других состояний, которые также важны. И я не говорю о негативных, я говорю о позитивных, но они могут быть другие. Вот здесь об этом. Перемены, то есть нужно обращать внимание, что здесь будут перемены. И вот, смотрите, между двумя пентаклями, да, двойка пентаклей и туз пентаклей, будут перемены. Перемены позитивного порядка дадутся по справедливости, чтобы выровнять энергию. То есть не цепляйтесь, что здесь вам хотят сказать, не цепляйтесь за свое состояние эмоциональное того, что вот я хорошо, я счастлива, мне больше ничего не нужно. Нет, возьмите все, что можете взять от этого состояния, и идите дальше, потому что дальше будут другие перемены. Они тоже нужны, они тоже необходимы, и эти перемены, они будут по справедливости. Я не могу сказать, в лучшую сторону или нет, но здесь летом уже выпадают два туза и 3 двойки. Смотрите, двойка кубков, двойка жезлов и двойка пентаклей. То есть открываются горизонты. Летом у вас будет возможность меняться. И перемены будут идти намного легче. Я сказала перемены, да, аркан влюбленных. Состояние будет вообще нестабильное. То есть все, что нестабильно,
все, что не определенно, на это вам нужно будет обращать внимание, потому что будете сталкиваться с моментами, когда надо будет что-то выбирать. То есть обращайте внимание на выбор, потому что будут даваться шансы, я так понимаю. То есть летом будет много разного формата перемен, как маленькие перемены, где надо будет что-то выбрать, так и большие какие-то вот судьбоносные, ну как минимум 1-2 момента я точно вижу, какие-то ключевые, когда вам придется что-то выбирать. Вот обращайте на это внимание. То есть, проще говоря, не упустите шансов, которые даются на перемены этим летом. А почему вы их можете не увидеть? Потому что вот вы будете пребывать в каком-то таком очень позитивном состоянии, вот, радостном. И в этом состоянии, как правило, мы отказываемся, да, от чего-то другого, потому что хотим удержать вот то, за что мы цепляемся. Не делайте этого. В общем, об этом здесь идет речь. Какие позитивные моменты вас порадуют летом? Ну, кто-то поедет, возвращение в прошлое, да? Опять же таки прошлое. Прошлое – это в детство. Здесь могут быть возвраты, там, скажем, условно говоря, на родину, на малую родину. Ну, малую родину, то есть то, где как родился. Там, например, если вы сейчас живете в городе, а родились там в деревне, либо живете в одном районе, а родились в другом, и вот как будто бы едете, допустим, к своим родителям, либо в прошлое. То есть в то место, где вам хорошо, где вам комфортно, где вам безопасно, где вы чувствуете себя вот каким-то таким, знаете, расслабленным. Это то место, где вы полностью доверяетесь ему. Вот что-то такое, да, позитивные моменты. Позитивные моменты связаны с воспоминаниями, позитивные моменты связаны с детством, с детьми, с дружбой, с доверием. Вот такие моменты вас порадуют. Угу. Порадуют моменты с детьми, связанные с детьми и семьей. И вот опять же таки, да, идут какие-то, вот мне хочется сказать, какие-то судьбоносные моменты. Но они позитивного порядка. Позитивного порядка. Сейчас, секунду. Да, здесь какие-то вот ощущения того, что какие-то ошибки прошлого, иллюзии, витания в облаках, связанные с прошлым, они как будто бы стабилизируются, ну как-то вот исправятся. Ошибки, которые совершали в прошлом, они стабилизируются. Здесь мне еще идет, знаете, вот как будто какие-то, может быть, детские мечты, которые вы не реализовывали, может быть, даже и забыли о них, да? Вот они могут всплыть на поверхность, какие-то детские планы, детские мечты. Либо это даже не то, что детские, а это вот то, что было некоторое время назад. Ну, не год-два, а вот туда подальше. Это прям юности, может быть, что-то такое. Вот такое чувство, что оно как реализуется. Оно стабилизируется, оно реализуется. Может быть, даже встречи с какими-то людьми из прошлого тоже могут быть, и они могут быть даже и судьбоносные. Но вот у меня, это вот, допустим, про эту часть. А вот эта часть, она мне показывает, что то, о чем вы мечтали, то, о чем вы фантазировали, но по каким-то причинам вы туда не шли, а вот вы пойдете. Как-то сможете себя замотивировать, что ли. А может быть, и время пришло к каким-то переменам, и то, что вы не делали ранее, вы решитесь на это. Вот что-то такое вот позитивное будет. Что может вас огорчить? Что может огорчить? Ну, десятка, видите, завершение. Завершение чего? Ну, здесь могут быть, конечно же, финансовые вопросы.
Но здесь не то, чтобы вам денег не будет хватать. А здесь вот такое чувство, что как будто что-то связанное с вами, вот как будто бы на себя что-то не хватает. Вот энергии, силы на себя не хватает завершения. Как завершение заботы, что ли. То ли вы перестанете заботиться, допустим, о своих детях. Ну, потому что выросли и уехали, там, я не знаю, в другой город, да, в другой район, ну, стали самостоятельными взрослыми. И вот здесь идет вот это вот завершение, и оно может вас также огорчить. Либо не будет времени, да, как-то вот позаботиться о себе, что ли. То есть здесь королева Пентаклей говорит о внутренней энергии, направленной, ну, то есть энергии, направленной на себя, внутрь себя, да, когда вот вся забота идет во внутренний круг, не во внешний, в социум, а вот именно в доме, либо на себя. Вот какое-то такое замкнутое какое-то пространство. И энергия, она направляется именно туда. И вот это вот завершение, да, оно об этом говорит. То есть здесь еще может быть то, что вы перестанете как-то вот откладывать деньги на что-то. То ли вам не будет их хватать, то ли время пришло к тому, что все. Вот здесь, знаете как, мне показывают колодец, который находится внутри вашего дома. Именно дома, не во дворе, а внутри вашего дома. И вот в этот колодец как будто бы, не знаю, то ли воду сливаете, наливаете, наполняете, то ли монетки бросаете, вот что-то такое, какое-то вот такое замкнутое пространство, вот вы туда вкладываете свои ресурсы. И этому придет конец. И поэтому я и говорю, что либо что-то вы откладывали деньги, а теперь перестаете это делать. Ну, не знаю, по причине того, что не хватает этих денег. Либо вы уже накопили, и надо теперь эти деньги во что-то вложить. То есть вот здесь как-то вот огорчение будет вот с этим связано. Что еще вас может огорчить? Вот здесь что-то будет связано с деньгами, с какой-то целью. И цель это будет финансовая. Знаете, то ли вы как будто хотите что-то приобрести. Это большое, это не какая-то мелочь, то есть это не 5 рублей. Это весомое, это стоимость, то есть это стоит того большие деньги. И получается так, что вы это хотите приобрести, вы бросаете все свои ресурсы, в том числе и интеллектуальные, на то, чтобы понять, как это получить. И вы прям это очень-очень хотите получить. Вы туда вкладывали много ресурсов, а сейчас это получается так, что этому приходит конец. То есть вот как будто бы, не знаю, не получается. Вот не получается то, что вы хотите, и вы от этого огорчаетесь. То ли вам не хватает денег, то ли вы уже вот все ресурсы, которые, возможно, у вас были, вы их уже исчерпали. Да, вот как будто бы какое-то разрушение. Что-то идет такое, я не могу понять, но это что-то связано с деньгами, с ценностью какой-то. Вы будете очень сильно переживать, очень сильно. Это будет внезапно, это... Причем, знаете, здесь может быть как какая-то вещь, какой-то предмет. Ну там, например, там, я не знаю, дом, участок земли или еще что-то. Либо это вот там, я не знаю, компьютер, ну что-то такое дорогое, машина. Либо это может быть даже и вот какие-то взаимоотношения с каким-то человеком, но вы туда прикладывали очень много сил, вы об этом заботились, вы это холили, вы это лелеяли. И здесь я не могу сказать, что есть вот прям ожидание, что я что-то получу взамен. Нет, здесь не об этом, но оно как будто бы вот прерывается. Завершается. Здесь есть вот желание, даже иногда прям чрезмерное такое желание, что я хочу это получить, мне это надо.
То есть, допустим, не заботиться я не могу, да, то есть вот я как будто по-другому я уже не умею, я уже и не живу по-другому. И вдруг это неожиданно обрывается, прекращается. Мне сложно сказать, потому что здесь какая-то ситуация конкретная, и она идет как прогностика. Но энергия, прогностику сложно предсказать. Вот вы будете на этот счет очень много говорить, переживать, тревожиться. Вот это вот прям вот затронет вас прям за живое очень сильно, вот какое-то завершение. Но в конечном итоге, видите, вы сможете выйти победителем из этой ситуации. Но с чего бы это ни касалось, но это вот прям будет какая-то такая, знаете, что-то такое очень-очень яркое в вашей жизни. И эта ситуация не одного дня. Это вот какой-то вот период, что ли, какой-то этап. Но вы в конечном итоге, как мы уже увидели, да, здесь по рыцарю, про шестерки жезлов, вы справитесь с этой ситуацией. Это, наверное, самое такое позитивное, да, что я могу сказать. Так, вот это вас может огорчить. Хорошо. Чего вам нужно избегать? Чего вам нужно избегать? Двойка мечей. Там видно карта? Двойка мечей. Избегать нужно закрытия, отстранения от какого-то своего желания касательно, может быть, ремесла, касательно хобби, касательно профессиональной сферы, либо касательно вашей рутины, обыденности. То есть здесь у вас есть какое-то желание, здесь есть какая-то мечта. Видите, у нас опять-таки мечта появляется. И вы на нее... Вот вы ее как будто бы хотите, но как-то не обращаете внимания. Вот вы закрываете глаза на это. Вот и здесь об этой краске идет речь, что вот этого состояния, вот этой двойки мечей надо избегать. Когда вот мне хочется, а я этого не делаю. То есть у меня есть какая-то мечта, я очень хочу ее реализовать, но по каким-то причинам я это не делаю, и я как будто бы, знаете, вот как это объяснить, занимаюсь самообманом, да, я говорю, нет, я этого не хочу, мне это не нужно, вот этого делать не надо, не закрывайтесь. То есть вы видите вот эту вот мечту, не знаю, то ли к чему вы хотите прийти, то ли будет этап, когда вам будут показывать, как нужно правильно подготовиться к тому, чтобы реализовать то, что вы хотите. А вы как-то вот осознанно отстраняетесь от этого, закрываете глаза. Как, не знаю, как некое такое самопожертвование, типа сейчас не время, да, либо сейчас у меня есть другие приоритеты, либо обязанности, поэтому я не буду реализовывать вот эту вот мечту. И вот здесь говорят, что вот это вот не нужно делать, избегайте этого. Еще что здесь надо, чего нужно избегать? Какой-то жесткости, что ли, жесткости, холодности. И апатии. Знаете, здесь что может быть? Будет период, когда вот вам будет хотеться, я не знаю, отдохнуть, что ли, как-то вот повеселиться, куда-то сходить, посмотреть что-то. Вот. А вы себя будете как-то держать в ежовых рукавичках, да, и говорить, что нет, мне это не нужно, допустим, у меня есть сейчас какие-то другие обязательства. Я говорю, вот здесь какая-то вся линия такая выходит. И тем самым вы себя загоняете в состояние пресыщения, упадка. То есть вот
появляется у вас какое-то желание, вот я хочу это, да, там, я не знаю, я хочу куда-то съездить, либо хочу что-то себе купить, вот как-то побаловать себя. Здесь речь идет о том, что не нужно игнорировать. Вот здесь вот это вот ключевое слово «игнор». Не игнорируйте свои желания, не игнорируйте свои потребности. Вот то, что появляется, именно этим летом, это важно. Поэтому здесь этого игнорировать не нужно. Появляется желание, там, я не знаю, что-то сделать, допустим, на работе, либо что-то сделать, как-то, может быть, приукрасить. Вот появилось желание, хочу купить себе ароматические свечи. Не игнорируйте, идите и купите. Вы можете сказать, что, ну, блин, ну, какая-то чепуха, зачем она нужна, да, ну, это какая-то мелочь, и, в принципе, мне и без нее хорошо будет. Здесь вопрос не в этом. То, что вы и без свеч этих аромасвеч можете прожить, это 100%. Но здесь речь заключается в том, что вот если вы это себе позволите, да, то, возможно, будет какое-то состояние, которое вам необходимо. То есть здесь, игнорируя вот эти вот какие-то свои позывы, вот эти свои какие-то порывы, направленные именно на звезду, на состояние какое-то такое возвышенное, на состояние творчества, на состояние вдохновения, на состояние какого-то инсайта, оно вам необходимо, потому что я не могу сказать, что последует за этим инсайтом. Либо к вам будут приходить какие-то вот идеи, да, а вы будете их игнорировать именно и рассматривать с точки зрения логики. И вот здесь вам говорят, вот этого делать не нужно. То есть если есть какой-то там, какой-то порыв, да, какое-то вдохновение, воодушевление, сделайте, не надо включать голову. Потому что вот эта вот ваша логика, да, она как-то вот ограничивает вот эти вот состояния. То есть вроде бы что-то зарождается у вас, да, что-то такое, и вот вы как-то головой стараетесь себе это все объяснить, стараетесь как-то сконтролировать. Вот не нужно это делать, потому что это приведет потом к некому выгоранию. Ну, то есть это не обернется вам добром. То, что хотите, я не знаю, что здесь чего может касаться, но здесь какие-то энергии такие, это касается эмоций, эмоционально, это состояние, звезда это про состояние, прям очень такое, вы знаете, вот возвышенное, может быть даже где-то приукрашенное, да, может быть иллюзорное, не столь важно. Но вот если это появляется, не надо себе говорить о том, что нет, сейчас в приоритете что-то другое. Я держу фокус внимания на то, чтобы вот все заземлить, чтобы все вот стабилизировать. Не надо. Иногда бывают вещи, которые вот головой, логикой здесь не объяснишь, и это и не надо. Потому что если вы будете этим заниматься, вы пойдете вот в состояние, не знаю, какого-то упадка. Утратите что-то вы потеряете очень важное. Оно вам нужно. То есть позвольте себе быть вот именно по звезде то, чем вы хотите. Либо то, что вот какая-то здесь потребность есть именно в творении, именно в создании. Допустим, будет какой-то там, я не знаю, порыв. Хочу взять краски и рисовать, а я никогда ранее не рисовала. Возьмите и нарисуйте. Ну, то есть даже если вы потом никогда не будете рисовать, ничего страшного. Это не будет, потому что здесь может быть такие мысли, что это выброшенные деньги, зачем мне надо, вот я купила эти краски и кисточки, один раз порисовала и больше не буду рисовать, это вот выброшенные деньги. Поверьте мне, мы деньги выбрасываем иногда и на какую-то чепуху. Вот это не будет чепухой в любом случае. То есть вот этот вот порыв, он для чего-то нужен. Я не могу объяснить для чего, потому что мне не показывают, я не вижу для чего, но он очень важен. То есть вот... важен. Просто сделайте. У меня нету других аргументов, но вот просто сделайте. Так, хорошо. К чему стремиться? К чему стремиться? К состоянию, когда все в меру в вашей жизни. Прийти к такому зрелому чувству, когда и логика, и эмоции находятся в гармонии, когда нету дисбалансов,
это не то, что я нахожусь в состоянии дзен, а это тогда, когда я, с одной стороны, присутствует логика, да, а с другой стороны, я слушаю свою интуицию. И вот она меня куда-то ведет. И я прислушиваюсь к этому состоянию. И таким образом я все время попадаю в нужное время, в нужное место. Вот здесь такое ощущение, что нужно стремиться именно к этому состоянию. А как попасть в нужное время, в нужное место? С одной стороны, прислушиваться к себе, да, вот куда-то вас ведет ваш порыв, куда-то вас ведет ваша интуиция. А с другой стороны, не уходить вот полностью, да, вот в эту потоковость, а уметь правильно структурировать эту потоковость. То есть здесь должно быть, вот опять-таки к двойке кубков возвращаясь, некое такое содружество, да, то есть понимать, допустим, сидите, и у вас появилось желание, надо куда-то бежать. Вот прежде чем куда-то бежать, да, вы сначала определитесь, это мой ум включает вот эти вот иллюзии, что типа в виде интуиции, либо это действительно так нужно, да, то есть вот уметь определять, уметь отделять реальность от иллюзий и уметь взаимодействовать с этим потоковым состоянием, вот к этому нужно стремиться. К балансу. Еще к чему нужно стремиться. Ну, здесь все показывает про высокие вибрации. Стремиться к состоянию, знаете, вот близкому, когда у человека появляются инсайты. Инсайты – это не случайное состояние, его можно вызывать, и оно является следствием чего-то. Вот вам нужно это внутри себя найти, когда в вашей жизни появляются какие-то инсайты. Вот как вы себя в этот момент ощущаете? То есть здесь вопрос не в том, что я поняла, да, что вот это, а какие чувства сопровождают вот эти мысли. Здесь акцент не на мысли, а на состоянии. Вот вам в этом состоянии как будто бы нужно научиться быть. Но видите, кубки пошли. Для чего? Для того, чтобы... Здесь как-то акцент больше идет на, мне кажется, на интуицию, чтобы не разочаровываться. Опять же таки, если мы прислушиваемся к себе, с другой стороны, включаем логику, но не в контексте критики, потому что ум, он может критиковать. Его задача получать информацию, обрабатывать ее и делать выводы, выдавать выводы какие-то. Так вот, получать информацию тоже нужно уметь, да, откуда ты получаешь информацию, на основе чего? На основе органов восприятия, такие, какие они есть, при этом они несовершенные, либо добавлять к этим органам восприятия сверх органы восприятия, знаете, вот то, что говорят, экстрасенсорика. То есть одно дело, когда я вижу своими физическими глазами, а другое дело, когда я иду на более расширенный такой уровень и уже вижу не только своими физическими глазами, но и глазами своей души. И то, и другое есть глаза, и то, и другое есть видение. Но показывают они разные вещи. Вот здесь вот задача вот научиться получать информацию как от физических глаз, так и от глаз души, уметь правильно это проинтерпретировать, и выдать тот результат, который необходим. Тогда у вас не будет каких-то разочарований. Да, и вот на этом, на основе этого, да, вы сможете двигаться дальше. То есть у нас здесь получается, с одной стороны, у нас идет вот это вот эмоциональное состояние, как экстрасенсорика, в этом нет ничего такого прям, знаете, сверхъестественного. Если это, нарабатывать эти навыки, каждый день это практиковать, то это, в принципе, это и так всем доступно, но просто мы на это не обращаем внимания. А если ты этому уделяешь больше внимания и практикуешь, очень хорошо развивается. И в дальнейшем, когда ты прорабатываешь вот эти вот состояния, ты начинаешь включать свою голову. Да? Шестерка мечей указывает как раз-таки на голову, на построение планов. То есть я получил какую-то информацию о том, что вот мне надо, допустим, интуиция сказала, да, вот мне надо идти развиваться в профессии вот в этом направлении. И мне нужен какой-то новый проект. Вот я прям чувствую, что что-то новое мне необходимо, допустим, на работе. А что новое, я не знаю. И вот тогда вы начинаете выстраивать планирование, все просчитывать, все рассматривать, все анализировать. Но первично у вас появилось состояние. Вот к этому состоянию по умеренности и надо стремиться. То есть, с одной стороны, у вас есть вот эта вот интуиция, интуитивный какой-то такой всплеск, да, как некий инсайт появился.
вы его приняли в расчет, и с другой стороны выстроили правильный логический план дальнейших ваших действий, соединили воедино по умеренности и получили результат. То есть вот так, вот к этому состоянию нужно стремиться. Да. То есть проанализировали, и дальше в состоянии спокойствия и отдыха возможно. То есть, как объяснить? Здесь, понимаете, здесь не должно быть... это не нужно уходить в крайности. То есть, либо я слишком эмоциональна, либо я слишком логик. Вот здесь должна быть золотая середина, да, когда и то, и другое уместно, и то, и другое необходимо. И если принимать решение, то принимать решение только вот в спокойном таком состоянии отдыха. То есть, опять же таки, когда мы много очень думаем, да, включаем голову, мы все равно не можем найти правильное, верное решение. Что нам нужно для того, чтобы пришло правильное решение? Успокоиться внутри себя, да, это вот и есть вот это вот состояние эмоционального покоя. То есть вот здесь баланс должен быть. Вот к этому нужно стремиться. Давайте по одной карте я посмотрю по сферам, вот быстренько, и на этом завершим. Итак, что будет в личных отношениях, трудности, сложности, я не буду разделять на, нет, наверное, надо, да, на тех, у кого есть отношения или нет. В общем, трудно, сложно, много ответственности. Если у вас нету пары, что будет? Ну, здесь будет притяжение, да, будет лето очень важное, значимое для вас. Был аркан силы. Я не вижу, чтобы здесь были какие-то новые отношения, да, все, что связано с привлечением партнера в свою жизнь, да, либо в сексуальном аспекте, это будет, но парности как таковой, там, знакомства, либо еще что-то такого нет, я не вижу. Если вы уже в браке давно, а здесь у вас не будет ресурсов, все будет достаточно сложно. Там нужно совершать какие-то перемены. Либо, знаете, отношения такие, как это сказать, знаете, как говорят, брак по расчету. Вот здесь очень много расчета в браке, либо очень много мыслей, и поэтому это забирает у вас силы и ресурсов. И вы как будто бы вот входите в состояние проигрыша. Там вам нужно совершать какие-то перемены. Что-то нужно менять в ваших отношениях. Это если вы в браке. А если вы просто встречаетесь в отношениях, ну, здесь хорошо. Здесь хорошо. Я могу предположить, что нужно будет момент, да, когда надо будет переходить на другой уровень, да, либо что-то здесь нужно менять, но в контексте того, что вот вы доходите до какого-то этапа, да, и дальше эту энергию надо как-то развивать, надо ее аккумулировать. А не получается. Не получается, потому что Луна. Не знаю, как дальше двигаться. То есть вы понимаете, что вот так, как есть сейчас, это хорошо. Вот, и вот это вот хорошо, как будто бы должно перейти во что-то другое, но... К сожалению, оно не переходит, потому что тоже нужны какие-то перемены. Причем, если вы в браке, перемены такие, которые вам подвластны, а если вы в отношениях, то здесь как-то, не знаю, то ли силы будут вмешиваться, то ли нужна какая-то помощь, не знаю, высших сил. То есть сами вы не справляетесь. Что будет в профессиональной сфере? Новые начинания, да, то, что мы сказали уже ранее, новые начинания. Да, придется вам выйти из состояния зависшего, да, новые амбиции, новые желания. Как-то вот из последних сил вы будете сражаться, скорее всего, с собой, самим собой, потому что будет очень страшно что-то новое начать. Вот. Но в любом случае новые начинания вас ожидают. Да? То есть вы, конечно, столкнетесь вот внутри себя с какими-то моментами, да, сопротивления, что ли.
Страшно будет. Страшно будет что-то новое начать. Но новые начинания вижу. Может быть, это новая работа, может быть, это новый виток на работе, может быть, это новые какие-то проекты. Что-то здесь новое идет. Да? И у меня такое ощущение, что это как будто бы, знаете, вот вы знаете, о чем здесь идет речь, о какой новизне, и вы отчаянно сопротивляетесь этому, но в какой-то момент вы сдадитесь все равно, и тогда вот будет какое-то обнуление, и вот это вот новое войдет в вашу жизнь. А сражаетесь вы, потому что вы боитесь. Вы как-то вот тревожитесь. Так, что у нас будет с деньгами? Хорошо будет. Шестерка пентаклей, король пентаклей. Хорошо будет с финансами. Даже вы идете на увеличение. То есть если в начале лета может быть не быть столько денег, то вот туда дальше к золотой паре, да, это там август, сентябрь, там вот идет приток финансов. Июль тоже будет деньги. То есть по нарастающей. Да, сначала июнь, потом июль. В июле больше, чем в июне. Вот, август и середина сентября вот прям много-много. А потом в конце сентября будет чуть меньше денег, чем в августе. Вот, но по нарастающей идут деньги. Что у вас будет со здоровьем? Ну, уже хорошо, что король жезлов, много энергии, много сил. Сейчас, секунду. Здесь могут всплыть какие-то хронические заболевания в прошлом, то, что у вас уже было. И вам как будто бы нужно будет отказаться то ли от лечения старыми методами, то есть то, что вот было как-то в прошлом, вот от этого нужно будет отказаться. То ли это заболевания хронические, что значит от них отказаться, то есть метод, как вы их лечили, как-то вот по-другому нужно. Либо здесь могут всплывать какие-то психосоматические заболевания тогда, когда вы не будете желать двигаться дальше. То есть вы это поймете, когда надо идти вперед, а вы не двигаетесь. Вот тогда у вас будут появляться болезни. Причем вот именно такие какие-то серьезные, но не новые. Они у вас уже были. Вот как, я не знаю, воспаление чего-то такого хронического. То есть вроде бы была ремиссия, а оно вот, знаете, как вспышка. Так вот неожиданно возгорелось. Этот очаг как-то вот появился. И это будет показатель того, что вы не двигаетесь вперед. Ну, то есть это не для того, чтобы вы болели, а для того, чтобы вот как подсказка, что не идете дальше. Головные боли здесь идут. Причем еще, знаете, так вот касательно болезни, здесь может быть какие-то непонятные диагнозы. То ли вам непонятный для вас диагноз поставили, то ли не могут поставить диагноз, потому что не совсем понимают причину какого-то заболевания. Но в общем я не могу сказать, что вот как будет хорошо или плохо. Но здесь вот почему-то мне идет психосоматика, всплывает. Не держите в себе негативных моментов. Здесь вот какие-то обиды, они могут порождать, не знаю, какие-нибудь онкозаболевания. Вот я не говорю, что такое будет. Я говорю о том, что вот какие-то серьезные заболевания, они имеют причину в негативных эмоциях, которые копятся внутри вас. Вот лучше выплеснуть, да, их, лучше покажитесь другим людям, что вы вот такой вот противный, неприятный, гадкий, мерзкий человек, но не держите в себе вот эти вот эмоции, потому что они вас изнутри как будто бы разрушают. Вы сгораете изнутри вот из-за этих эмоций, либо каких-то мыслей, вот что-то не сказали, что-то не высказали. Вот выскажите.
Даже если этот человек уже ушел из жизни, вы можете вот просто, хочется такое, знаете, сказать, вот проораться, прореветь, вот как-то очиститься, потому что это вот как-то разрушает. А так будьте осторожны с огнем, да, ожоги, высокие температуры, все, что связано с огнем. Угу. С огнем и скоростью. Мне идут почему-то голова, вот как-то головные боли. Головные боли, головокружение. Вот. Но восьмерка жезлов, она указывает на скорость. Будьте внимательны на дорогах. Но здесь что-то, даже не на дорогах, здесь еще, знаете, что может быть? На скоростях что-то вы сделали, там, я не знаю, забыли выключить газ. А у вас там кастрюля. И вы как-то, знаете, так подбежали, и вместо того, чтобы выключить газ сначала, да, а потом кастрюлю отодвинуть, вот вы как будто, знаете, схватились за кастрюлю, чтобы ее отодвинуть, потому что она как-то вот выкипает там что-то, и обожглись. То есть, ну, здесь какая-то такая, знаете, очень быстрая реакция, непродуманная. Вот будьте очень внимательны, то есть здесь ожоги. И у детей могут быть что-то связанное с ожогами, либо какими-то высыпами, знаете, вот кожные заболевания, но она, как ни странно, здесь могут быть, кстати, у вас детские болезни, даже если вы как-то вот переболели, вот как ветрянка, что ли, как сыпь какая-то, вот мне показывает на кожу, да, как краснуха такая, либо как какие-то раздражения. Но это связано с огнем, с внутренним огнем, с внутренней вашей энергией. То есть, когда вы ее как-то вот не реализуете, вот она в виде психосоматики срабатывает. Здесь не то, чтобы что-то такое серьезное, а именно вот как-то срабатывает психосоматика. Как-то так. Надо будет мне где-нибудь в подсказках, да, выложить здесь, либо в начале, не знаю, в какое время, ну, то есть на протяжении всего расклада прогноз на весну, чтобы вы посмотрели, сравнили. В Телеграме, в чатике я уже это делала. Вот, посмотрели и для себя определились, откликаются ли вам такие прогнозы или нет. И напишите потом в комментариях. Вот, потому что я, например, для себя смотрела весенний, и какие-то моменты отыгрались. Я вообще была удивлена тем, что отыгрался момент того, что я покрашу волосы. Я прям так себе это и говорила, да. Вот, что, в принципе, ну, я раньше не красила, мне не свойственно это было. Нет, у меня вот так отыгралось, там еще кое-какие моменты. И опять же таки помним общий расклад, не обязательно, что все всем отыграется, не надо на себя перетягивать того, чего нет. И программировать себя тоже ни на что не нужно, да. Сбудется — хорошо, не сбудется — еще лучше. Вот, как-то так. А я с вами прощаюсь, напоминаю, что... Значит, сегодня у нас пятница, 1 числа. Это там, что у нас будет 1 число? Суббота. Ну, в принципе, завтра. Выйдет анонс в разделе «Сообщество» на мою новую услугу. Приходите. И также сегодня в разделе «Сообщество» блиц на эти выходные. Приходите, вся необходимая информация есть под этим роликом и под любым моим роликом, да, мои контакты есть в разделе «Сообщество» под любым, ну, либо внизу любого анонса, то есть текста, да, там ссылка на телеграм-канал и на почту. Ну, лучше на телеграм, я так быстрее увижу, я там чаще нахожусь. Вот, все, прощаюсь с вами. Хочу пожелать вам приятных солнечных выходных, всех с началом лета. Отдыхайте, наслаждайтесь, любите себя, любите ближних. Всех обнимаю. Всем пока-пока.